немаловажный акцент нужно сделать и на принуждение Ирана, или для того, чтобы сподвигнуть Иран, тоже проявить как-то свою более активную позицию, прежде всего и на ближайших переговорах. К сожалению, нужно отметить, что в иранском политическом истеблишменте сейчас кризис. Наблюдаются различные силы и различные подходы. И именно противостояние, с одной стороны, исполнительной власти, с другой стороны, законодательной власти, наличие фигуры духовного лидера, который принимает решения и пытается как-то уравновесить и скомпенсировать ситуацию в стране, мешают принятию решений внутри Ирана. Более того, вполне возможно, что и умеренно консервативные круги, в руках которых сейчас находится парламент страны, и, с другой стороны, ярые националистические силы, которые представляет сейчас в правительстве Ахмадинежад, каждая из них вполне возможно готова была бы пойти на какие-то отдельные, тактические шаги и в плане договоренности с шестеркой переговорщиков. Я не говорю о глобальных уступках, но поисках каких-то подходов, больше прозрачности в отношениях с МАГАТЭ. Высказываются идеи, допустим, расширения круга переговорщиков, более активное привлечение стран Южной Европы, Испании, Италии, с которой у Ирана, Греции, так сказать, есть какие-то взаимоотношения в отсутствие практически сейчас политических отношений с основными европейскими государствами. Высказываются идеи и расширение действительно за счет государства БРИКС, привлечение Турции, каких-то других стран, возможно, представители организации неприсоединения. Но вот эта постоянная борьба внутри верхушки Ирана двух основных сил за власть, она мешает и той, и другой стране пойти на какие-то конкретные шаги. Потому что если, допустим, пойдет окружение президента, что уже какие-то попытки были, и мы знаем, вот, допустим, в 2009 году в Вене, это была инициатива пропрезидентской группы пойти на договоренности, то есть, по крайней мере, проявить интерес к договоренностям об обмене топлива через Россию и Францию для тегеранского реактора в медицинских целях. Тут же с возмущением выступила внутри страны группировка парламентская, которая опирается на такой вот мощный центр принятия решений в Иране, как кумское духовенство. И есть, так сказать, какие-то примеры и обратного. То есть одна страна не позволяет сейчас другой проявить какие-то инициативы. И вот такое положение, как очевидно, будет продолжаться в Иране до весны следующего года, когда будут выборы нового президента. Поскольку недавние парламентские выборы не принесли какого-то изменения в структуре сил внутри страны. То есть вот этого равновесия достигнуто не было. Это первый момент. Второй вопрос, что чем больше будут звучать угрозы Ирану, тем иранское общество будет больше консолидироваться. И даже две эти группировки могут, это, условно говоря, я назвала их две, но их больше, могут консолидироваться в условиях усиления психологического и возможности военного давления на Иран. Так же, как и происходит консолидация иранского общества. В этих условиях хочу еще сказать, что нет пока в иранском обществе условий для проведения цветных революций, о чем сейчас очень активно говорят и пишут на Западе. Протестное движение было полностью подавлено после событий 2009 года. Основная масса населения, это действительно нужно признать, поддерживает Исламскую республику, исламские ценности и духовного лидера. Возможно, также здесь тоже есть какие-то различия во мнениях о роли исламского лидера в будущей стране, о проведении каких-то более демократических преобразований в структуре государственной власти. Эти вопросы стоят. Но в целом нет никаких и нет организующей силы, которая тоже может сейчас возглавить какую-то революцию в Иране изнутри.
После, да, зарубежной оппозиционными силами, центры которых находятся в Штатах и в Англии, все внутренние оппозиционные силы сейчас практически порвали отношения, и именно за счет этого им и удалось как-то сохраниться на внутриполитической арене страны. Далее, еще хочу напомнить один такой факт, что в 2003 году, когда был реформатор президент Хатами, ведь Иран выступил за подписание, то есть согласился подписать дополнительный протокол к ДНЯО. Но этот протокол не был одобрен Меджлисом, как раз произошли парламентские выборы, и уже в Меджлисе победили консервативные элементы. Но иранцы убеждены в том, что именно вот это неодобрение Меджлисом дополнительного протокола произошло по той причине, что европейцы, в общем-то, принудив Иран подписать этот дополнительный протокол и обещая им помощь в освоении мирных ядерных технологий, не пошли на это. И вот это вот недоверие к каким-то инициативам возможным, которые сейчас проявит вот или группа 5+1, оно очень сильно сохраняется. Теперь то, что говорим об отношениях с Россией. Да, я хочу еще раз подчеркнуть то, что Иран сотрудничает с нами, но в целом в иранском обществе можно сказать, что господствует, к сожалению, отрицательное отношение к России. И многие силы, и большинство тех, даже сил внутри консервативного фланга, вот в руках которых сейчас Меджлис, выступают и относятся к России с недоверием и с большой долей подозрительности. Они видят нас сейчас как какую-то вот возможность, единственный, может быть, шанс укрепить, как-то вот выйти из нынешней ситуации. Но с другой стороны, есть в Иране и те силы, особенно на государственном уровне, которые очень активно проводят идею стратегического партнерства. И после охлаждения отношений в 2010 году, вот в последний год, после так называемой арабской весны и активизации политического диалога между Россией и Ираном, вот эти настроения в Иране опять так как-то всплыли на волне. Вот мне кажется, что России нужно очень взвешенно подходить. Стратегическое партнерство с точки зрения Ирана, это нужно сказать, что США для нас враг номер один. Вот в этом плане они понимают стратегическое партнерство. В Иране, как мне представляется, недооценивают военную угрозу. В Иране озабочены своим имиджем, тем, что это действительно самостоятельное, крупное и важное государство. И иранцы, безусловно, имеют право и на самостоятельную внешнюю политику, и на суверенитет. Но у меня ощущение, что такую ошибку в свое время сделало иракское руководство. Когда Саддам Хусейн всему миру давал понять, что у него есть оружие массового уничтожения, подыгрывал вот всем этим группам, которые были в Соединенных Штатах созданы, по изучению как раз угрозы со стороны Ирака. И известно, что они фильтровали информацию, которая подтверждала наличие угрозы со стороны Ирака, ее клали на стол президенту Бушу, а ту информацию, которая не подтверждала, ему на стол не клали. Вот, это известно. Но известно также и то, что Саддам Хусейн всячески подыгрывал вот этой кампании, которая велась против него. Он считал, что блефуя таким образом, он себя обезопасит. Вот не случится ли в случае с Ираном вот этот иракский парадокс? То есть на самом деле программа-то там, допустим, исследовательская, или до ядерного оружия Ирану еще очень-очень далеко, а впечатление у многих мировых игроков такое, что он уже очень близок к этому. И нет ли вот здесь в борьбе за суверенитет, за право на обладание ядерной энергией, нет ли здесь некоего просчета имиджевого, очень серьезного, между прочим, просчета? Потому что сейчас очень многие говорят о ядерном оружии у Ирана как о состоявшемся факте, как о вопросе времени. А так ли это? Вот здесь какого-то ясного ответа на самом деле иранцы не дают. И мне кажется, что у Ирана здесь есть свои резервы вот в этой области. Они могли бы, как мне кажется, прояснить какие-то вопросы.
Потому что они, мне кажется, недооценивают того потенциала антииранского, который существует сейчас в тех странах, которые допускают военное решение этой проблемы. Причем эти страны сами не знают, куда приведет это военное решение, но они, так сказать, уже рассматривают конкретные сценарии. И вот мне кажется, что Ирану следует отнестись к этому серьезно, памятуя об иракском опыте. Есть прецедент. А не просто списывать это на риторику, на запугивание, на шантаж. Я думаю, что дело гораздо серьезнее.